Лес не спрашивает разрешения. Он просто выбирает, кто в нем останется живым. Он пришел сюда как чужой. Но даже кровь чудовища не заставила его дрогнуть. Здесь не спрашивают, кто ты. Здесь проверяют, из чего ты сделан. И тогда планета впервые за тысячелетия ответила человеку. Он не завоевал этот мир. Он стал его новой природой. Он думал, что здесь никого нет. Но древний лес уже выбрал свою следующую жертву. Если бы воительница Айлина знала, чем закончится этот день, она никогда не пошла бы по следу незнакомца. Или наоборот. Пошла бы еще быстрее. Потому что именно в тот день древний лес планеты Тариса впервые за многие столетия выбрал не своего ребенка. Он выбрал человека. Лес Тарисы не любил чужаков. Здесь не существовало милосердия. Каждое дерево охотилось по-своему. Каждый ручей скрывал ядовитых существ. Каждая тень могла оказаться последней ошибкой любого путника. Местные жители говорили, что сам мир живой. Он чувствует страх, слышит ложь и уничтожает слабых. Айлина выросла среди этих лесов. Для нее шум гигантских листьев был музыкой. Запах влажной земли был роднее любого дома. Она чувствовала малейшие вибрации почвы. Могла определить приближение хищника за несколько минут до появления опасности. Среди своего народа она считалась одной из лучших охотниц. Быстрой, сильной, безжалостной. Но сейчас ее внимание было приковано к необычным следам. Следам человека. Она остановилась возле поваленного дерева и внимательно посмотрела вниз. Отпечатки были свежими. Совсем недавними. Человек двигался один. Без сопровождения. Без транспорта. Без охраны. Это уже выглядело безумием. На Тарисе люди появлялись крайне редко. А те, кто появлялся, обычно старались держаться подальше от диких территорий. Но этот человек словно специально направился в самое опасное место планеты. Айлина усмехнулась. Наверное, очередной исследователь. Или авантюрист. В любом случае долго он не проживет. Она продолжила преследование. Лес становился все гуще. Солнечный свет пробивался сквозь огромные листья редкими золотыми лучами. Повсюду слышались звуки невидимых существ. Иногда среди корней мелькали хищные глаза. Но внезапно что-то изменилось. Лес затих. Не полностью. Но достаточно, чтобы опытный охотник почувствовал тревогу. Айлина замерла. Она знала этот знак. Крупный хищник. Очень крупный. Через несколько секунд она увидела причину. Сквозь заросли медленно двигался горный тигр Тарисы. Самое опасное животное на всей планете. 400 килограммов мышц. Когти длиной с кинжал. Челюсти, способные перекусить металл. Даже лучшие воины ее народа старались избегать прямого столкновения с такими существами. Но тигр смотрел не на нее. Он смотрел вперед. На человека. Айлина осторожно поднялась на ветку дерева и стала наблюдать. Мужчина стоял на небольшой поляне. Высокий. Широкоплечий. В темной дорожной одежде.
На первый взгляд ничего особенного. Даже наоборот. По меркам ее народа он выглядел слишком хрупким, слишком мягким, слишком человеческим. Тигр медленно пригнулся. Айлина уже знала, что будет дальше. Обычно после такого прыжка жертва умирала за несколько секунд. Человек тоже заметил опасность. Но почему-то не побежал. Не попытался спрятаться. Не достал оружие. Он просто повернулся. Спокойно посмотрел на зверя. И сделал шаг навстречу. Айлина нахмурилась. Он сошел с ума. Тигр прыгнул. Огромное тело разорвало воздух. Земля содрогнулась. Птицы взлетели с деревьев. А потом произошло невозможное. Человек поймал зверя. Прямо в воздухе. Айлина даже не сразу поверила собственным глазам. Мозг отказывался принимать увиденное. Тигр весил почти полтонны. Его удар должен был раздавить человека. Но мужчина удержал его. Удержал. И продолжал стоять. Мышцы на его руках напряглись. Под одеждой словно ожили стальные тросы. На долю секунды время будто остановилось. А затем человек сделал то, чего Айлина не забудет до конца жизни. Он поднял тигра над головой. Словно это был не живой хищник, а обычный груз. Зверь рычал. Бился. Размахивал лапами. Но человек держал его. Уверенно. Спокойно. Будто подобное происходило каждый день. Айлина почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Впервые за многие годы. Она видела сильных существ. Видела легендарных воинов. Но такого не видела никогда. Человек резко развернулся и отбросил тигра в сторону. Массивное тело пролетело несколько метров. Врезалось в деревья. После чего зверь вскочил и неожиданно отступил. Не напал снова. Не попытался продолжить бой. Он ушел. Словно признал поражение. На поляне воцарилась тишина. Человек тяжело выдохнул. Посмотрел вслед хищнику. И вдруг положил ладонь на ближайшее дерево. В этот момент произошло еще кое-что странное. Листья вокруг слегка дрогнули. Словно лес ответил на его прикосновение. Айлина нахмурилась. Нет. Это невозможно. Лес никогда не реагировал на чужаков. Никогда. Но сейчас она была уверена. Тариса почувствовала человека. И это было только начало. Потому что в глубине леса уже пробуждалось нечто древнее. Нечто, что ждало именно его. И когда Айлина снова посмотрела на незнакомца, она впервые ощутила не насмешку, а опасное любопытство. Продолжение следует. Она ожидала увидеть чудовище. Но перед ней оказался человек, которого невозможно было понять. Тайна человека, которого выбрал лес. Айлина не ушла. Даже когда незнакомец скрылся за густой стеной лиан, она продолжала следовать за ним. На протяжении многих лет инстинкты ни разу ее не подводили. А сейчас они буквально кричали об одном. Этот человек опасен. Но опасен совсем не так, как обычный хищник. Она бесшумно двигалась по верхним ветвям деревьев, наблюдая за каждым его шагом. Мужчина шел спокойно. Словно не замечал смертельной планеты вокруг. Хотя любой другой чужак уже давно оказался бы мертв.
То, что произошло с тигром, можно было считать случайностью, удачным совпадением, редким проявлением силы. Но чем дольше Айлина наблюдала за ним, тем меньше верила в подобные объяснения. Лес словно расступался перед человеком. Колючие лианы отклонялись в сторону. Хищные растения не реагировали на его присутствие. Даже мелкие ядовитые существа старались держаться подальше. Так не должно было происходить. Тарисса никогда никого не щадила. Особенно чужаков. Через некоторое время мужчина остановился возле реки. Вода здесь была кристально чистой, но смертельно опасной. Местные жители знали, что под поверхностью скрываются прозрачные хищники. Существа, способные за секунды оторвать руку взрослому воину. Человек присел возле берега, опустил ладонь в воду и стал спокойно пить. Айлина напряглась. Сейчас все закончится. Но ничего не произошло. Наоборот. Хищники ушли глубже, словно избегали контакта с ним. Она почувствовала неприятную дрожь. Это уже было слишком. Мужчина снял верхнюю часть дорожной куртки и смыл кровь тигра. Только сейчас Айлина смогла хорошо рассмотреть его тело. Именно тогда она заметила странность. Его мышцы выглядели иначе. Не просто сильными, не просто тренированными. Они казались невероятно плотными. Словно каждая клетка была создана для выживания. Каждое движение выглядело экономным, точным, идеально рассчитанным. Так двигались не солдаты, не охотники. Так двигались существа, которые привыкли приспосабливаться к любому миру. Айлина вспомнила старые легенды. Когда-то давно ее народ изучал древние архивы человечества. Там упоминались проекты генетической адаптации, эксперименты над людьми, попытки создать организм, способный выживать на самых опасных планетах галактики. Но все эти исследования считались провалом. По крайней мере, официально. Она снова посмотрела на человека. И впервые задумалась. А что, если архивы ошибались? Мужчина поднялся. Осмотрел лес. После чего неожиданно положил ладонь на землю. И замер. Айлина нахмурилась. Что он делает? Несколько секунд ничего не происходило. Потом ее глаза расширились. Почва под человеком едва заметно дрогнула, будто отвечая на прикосновение. Нет. Это невозможно. Планета не могла реагировать на пришельца. Но она реагировала. Айлина чувствовала это всем своим существом. Словно между человеком и лесом существовала невидимая связь. И эта связь становилась сильнее. Внезапно неподалеку раздалось рычание. Из зарослей появились сразу несколько хищников. Не такие крупные, как тигр, но значительно быстрее. Стая окружала человека полукругом. Обычно подобная встреча заканчивалась смертью. Айлина уже приготовилась вмешаться, сама не понимая почему. Но мужчина вновь удивил ее. Он даже не принял боевую стойку. Просто стоял. Спокойно смотрел на приближающихся зверей. Секунда. Другая. Третья. А потом произошло невероятное. Хищники остановились и начали медленно отступать. Словно увидели перед собой кого-то намного опаснее себя. Один за другим они исчезли среди деревьев.
Айлина долго смотрела им вслед. В ее груди появилось новое чувство. Раньше она испытывала лишь любопытство. Теперь к нему добавилось уважение. Очень нежелательное уважение. Она всегда считала людей слабыми. Так учили с детства. Так говорила история. Так утверждали старейшины. Но этот человек разрушал каждое из этих убеждений. Он продолжил путь. А Айлина продолжила следовать за ним. К вечеру лес начал редеть. Это означало только одно. Они приближались к территории ее народа. Воительница резко остановилась. Впервые за весь день ее охватило настоящее беспокойство. Она хорошо знала своих соплеменников. Они ненавидели людей. Причем настолько сильно, что даже старые легенды были наполнены презрением к человечеству. Любой чужак автоматически становился врагом. А человек, которого признал лес, мог оказаться гораздо хуже врага. Он мог стать угрозой для всего привычного порядка. Солнце постепенно опускалось за горизонт. Золотой свет скользил между деревьями. Когда впереди появились первые каменные башни поселения, Айлина почувствовала, как напряжение внутри нее усиливается. Мужчина тоже заметил строение. Но страха на его лице не появилось. Он продолжал идти так же спокойно. Будто давно ожидал этого момента. Будто именно сюда и направлялся. Это тревожило еще сильнее. Вскоре они вышли на открытую площадку перед поселением. Первые жители заметили чужака почти сразу. Разговоры стихли. Работа остановилась. Даже дети перестали двигаться. Сотни глаз уставились на человека. Наступила тяжелая тишина. Потом из центральной части поселения появился верховный вождь. Его звали Торнак. Самый сильный воин племени. Самый опасный. Самый уважаемый. И самый непримиримый враг человечества. Он медленно приблизился. Остановился напротив мужчины. И внимательно посмотрел ему в глаза. Айлина знала этот взгляд. Так Торнак оценивал будущих противников. Несколько долгих секунд никто не говорил ни слова. Потом вождь перевел взгляд на следы когтей на одежде незнакомца. На кровь тигра. На идеально спокойное лицо. И впервые на памяти Айлины в его глазах мелькнуло удивление. Совсем короткое. Почти незаметное. Но она его увидела. Торнак почувствовал то же самое. Этот человек был не таким, как остальные. Именно поэтому он представлял настоящую опасность. Вождь поднял руку. Мгновенно вокруг появились вооруженные воины. Они окружили мужчину плотным кольцом. Готовые атаковать по первому приказу. Но человек даже не дрогнул. Он просто стоял. Спокойный. Уверенный. Словно находился среди друзей. Это разозлило воинов сильнее любого оскорбления. Один из них шагнул вперед, собираясь продемонстрировать превосходство своего народа. Но Айлина уже чувствовала. Через несколько секунд произойдет нечто такое, что изменит все. И она не ошиблась. Потому что именно сейчас вождь собирался устроить испытание силы. Испытание, после которого весь народ Тарисы увидит невозможное. Продолжение следует. Они были уверены, что человек проиграет. Но испытание только начиналось. Испытание силы, которое изменило все. Площадь поселения была переполнена.
Жители собирались со всех сторон. Старики, охотники, воительницы, молодые ученики. Все хотели увидеть человека своими глазами. Но больше всего их интересовало другое. Как долго он сможет продержаться? Для народа Тариссы люди всегда были символом слабости. Существами, которые выживали благодаря технологиям. Не благодаря собственной силе. Поэтому никто не ожидал увидеть перед собой мужчину, который стоял так спокойно. Словно окружившие его воины вообще не представляли угрозы. Торнак внимательно наблюдал за незнакомцем. Вождь прожил долгую жизнь. Он участвовал в десятках войн. Побеждал опаснейших хищников планеты. И научился замечать детали. Сейчас одна деталь не давала ему покоя. Человек не боялся. Совсем. Не изображал храбрость. Не скрывал страх. Он действительно не испытывал его. Такое поведение выглядело противоестественным. Особенно для чужака. Торнак медленно поднял руку. Толпа замолчала. Все понимали значение этого жеста. Начиналось испытание. В центр площади вынесли огромный каменный диск. Символ силы племени. Артефакт, существовавший много поколений. Вес диска превышал 600 килограммов. Лишь лучшие воины могли поднять его над землей. А удержать на вытянутых руках удавалось единицам. Торнак подошел к камню. Без особых усилий поднял один край, показывая собравшимся его вес. После чего посмотрел на человека. Толпа зашумела. Некоторые уже улыбались. Другие открыто смеялись. Испытание выглядело унизительным. Никто не верил, что человек способен хотя бы сдвинуть диск. Айлина стояла неподалеку. Она чувствовала растущее напряжение. Почему-то ей совершенно не хотелось видеть поражение незнакомца. Это раздражало ее. Но она ничего не могла с собой поделать. Мужчина подошел к камню. Посмотрел на него несколько секунд. После чего спокойно присел. Вся площадь затихла. Он положил ладони на край диска. Сделал вдох. И поднял его. Просто поднял. Без крика. Без видимого напряжения. Без усилий. Словно вес камня внезапно исчез. На площади воцарилась мертвая тишина. Несколько секунд никто даже не дышал. Человек выпрямился, удерживая многосоткилограммовый диск перед собой. Потом медленно поднял его выше. Еще выше. Пока тот не оказался над его головой. Айлина услышала, как кто-то выронил оружие. Глухой звук эхом прокатился по площади. Но никто даже не повернулся. Все смотрели только на человека. На невозможное зрелище. На разрушение всего, во что они верили. Торнак нахмурился. Впервые за много лет он почувствовал беспокойство. Настоящее беспокойство. Человек аккуратно поставил диск обратно. Камень ударился о землю. Площадь вздрогнула. Но тишина осталась. Потому что никто не знал, как реагировать. Именно тогда произошло еще более странное событие. Почва под ногами мужчины слегка засветилась. Очень слабо. Почти незаметно. Но Айлина увидела это. И Торнак тоже увидел. Они переглянулись. Оба поняли одно и то же. Лес продолжал отвечать человеку.
Даже здесь, на территории племени. Это было невозможно. Однако происходило прямо у них на глазах. Ночью Торнок собрал совет старейшин. Айлину тоже пригласили. Такое происходило редко. Но сегодня был особый случай. Внутри круглого каменного зала царило напряжение. Старейшины спорили. Некоторые требовали немедленно убить человека. Другие предлагали изгнать его. Третьи считали необходимым изучить его способности. Торнок молчал дольше всех. Затем медленно произнес: «Лес выбрал его». Эти слова заставили всех замолчать. Потому что никто не хотел признавать очевидное. Но отрицать происходящее становилось все труднее. Один из старейшин резко поднялся. Тогда он опаснее любого врага. Если планета действительно признала человека, значит, наш мир меняется. А перемены всегда несут угрозу. Айлина внимательно слушала. Но ее мысли постоянно возвращались к незнакомцу. Что он такое? Откуда пришел? Почему сама планета реагирует на него? Она вспоминала его спокойствие, его силу, его взгляд. И неожиданно поймала себя на том, что хочет узнать ответы. Торнок, наконец, принял решение. Очень старое решение, к которому племя не прибегало уже много поколений. Испытание сердца. При этих словах по залу прошел тревожный шепот. Даже самые опытные старейшины выглядели обеспокоенными. Сердце леса считалось священным местом, источником жизни всей планеты. По легендам, именно оттуда исходила энергия, питающая Тарису. Никто не знал всей правды. Но все знали главное. Сердце никогда не ошибается. Оно видит сущность любого существа. Если человек окажется угрозой, древняя сила уничтожит его сама. Если же нет. Айлина даже не хотела думать о втором варианте. На следующее утро племя отправилось в путь. Колонна двигалась через самые древние районы леса. Туда, куда обычным охотникам запрещалось заходить. Воздух здесь казался другим. Более тяжелым. Более живым. Даже деревья выглядели иначе. Их стволы достигали невероятных размеров. А корни напоминали стены древних крепостей. Человек шел вместе со всеми. Спокойный, как всегда. Словно прекрасно понимал, куда его ведут. Через несколько часов они достигли огромной поляны. В самом центре возвышалось колоссальное дерево. Самое древнее существо на планете. Его корни уходили глубоко под землю. А вокруг ощущалась мощная энергия. Даже Айлина чувствовала ее. Сердце леса находилось здесь. Под ними. Под корнями. Под самой планетой. Толпа остановилась. Все замолчали. Даже птицы перестали петь. Будто весь мир приготовился наблюдать. Торнок шагнул вперед. Поднял руку. И приказал привести человека к центральному корню. Мужчина подчинился без сопротивления. Он подошел к гигантскому дереву. Положил ладонь на древнюю кору. И в этот момент земля содрогнулась. Сначала совсем слабо. Потом сильнее. Айлина почувствовала, как сердце начинает биться быстрее. Корни дерева начали светиться. Зеленый свет распространялся все дальше. Все ярче. Все быстрее. Толпа испуганно отступила.
Такого не происходило никогда. Сердце леса просыпалось. И оно просыпалось ради человека. Продолжение следует. Теперь ему предстояло сразиться не с чудовищами, а с чужими законами и страхом целого народа. Зурго, останови! Когда сама планета склонилась перед человеком. Никто не двигался. Никто не говорил. Вся поляна застыла в абсолютной тишине. Даже ветер исчез. Словно сама Тариса приказала миру замолчать. Айлина стояла среди соплеменников и не могла отвести взгляд. Корни древнего дерева продолжали светиться. Мягкое зеленое сияние проходило по ним подобно потокам живой крови. С каждой секундой свет становился ярче. Сильнее. Глубже. А затем произошло то, чего не ожидал никто. Корни начали двигаться. Медленно. Осторожно. Будто пробуждалось огромное существо, спавшее тысячи лет. По толпе прокатился испуганный шепот. Некоторые воины сделали шаг назад. Даже старейшины выглядели растерянными. Они знали легенды, но никогда не видели ничего подобного собственными глазами. Человек продолжал стоять возле дерева. Спокойный. Сосредоточенный. Словно чувствовал невидимый разговор, который остальные были не способны услышать. Корни приблизились к нему. Айлина напряглась. Сейчас все решится. Если сердце леса сочтет его опасным, все закончится мгновенно. Но вместо атаки произошло обратное. Корни осторожно коснулись его рук. Затем плеч. Затем груди. И в тот же миг ослепительная волна света вырвалась наружу. Земля содрогнулась. Глубоко под ногами раздался мощный гул. Будто просыпалось само ядро планеты. Многие упали на колени. Некоторые закрыли глаза. Но Айлина продолжала смотреть. Она видела, как зеленые линии начали распространяться по телу человека. Сначала по рукам. Потом по груди. Затем по шее. Словно энергия планеты изучала каждую клетку его организма. Свет не причинял ему вреда. Наоборот. Казалось, его тело принимает эту силу. Приспосабливается к ней. Становится ее частью. Человек закрыл глаза. Его дыхание стало медленным. Глубоким. Ровным. А потом произошло самое невероятное. Лес ответил. Одновременно. Весь лес. На расстоянии многих километров начали вспыхивать растения. Биолюминесцентные цветы раскрывались один за другим. Гигантские деревья вибрировали. Хищные звери выходили из укрытий. Птицы поднимались в воздух. Все живое чувствовало пробуждение древней силы. Айлина ощущала это даже кожей. Словно через весь мир проходил единый пульс. И этот пульс был связан с человеком. Торнок смотрел на происходящее с каменным лицом. Но внутри него росло беспокойство. Он понял то, что остальные еще не осознали. Сердце леса не отвергло человека. Оно признало его. Именно признало. Это было гораздо страшнее. Если раньше человек оставался чужаком, то теперь ситуация изменилась. Теперь сама планета говорила иначе. Свет вокруг мужчины начал постепенно затухать. Корни медленно отступили назад. Но энергия никуда не исчезла. Она осталась внутри него. Это чувствовали все. Человек открыл глаза.
И на несколько секунд поляна вновь погрузилась в абсолютную тишину. Он выглядел почти так же, но одновременно совершенно иначе. Словно между ним и миром исчезла невидимая преграда. Словно сама Тариса теперь воспринимала его как часть себя. Айлина не могла объяснить собственные ощущения. Но внутри нее все изменилось. Она больше не смотрела на него как на пришельца. Не смотрела как на угрозу. И уж точно не смотрела как на слабое существо. Перед ней стоял кто-то совершенно иной. Кто-то, кого выбрал целый мир. В этот момент из окружающего леса раздалось знакомое рычание. Многие воины сразу схватились за оружие. Но Айлина узнала этот звук. Горный тигр. Тот самый. Тот самый зверь, которого человек поднял над головой во время первой встречи. Огромный хищник медленно вышел из зарослей. Его размеры заставили многих напрячься. Даже опытные охотники предпочитали держаться подальше от подобных существ. Тигр двигался прямо к человеку. Толпа замерла. Все ожидали нападения. Все ожидали битвы. Но зверь не атаковал. Подойдя на несколько метров, он остановился. Медленно опустил голову. И застыл. Айлина почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Это был древний жест признания. Жест подчинения. Жест уважения. Хищник признал человека. Но еще страшнее было другое. Лес тоже признал его. Торнак видел это не хуже остальных. Его пальцы медленно сжались в кулак. Вождь понимал последствия. Если слухи распространятся по всей планете, старый порядок начнет разрушаться. Народ больше не сможет считать себя единственными избранниками Тарисы. Потому что теперь существовало живое доказательство обратного. Человек сделал шаг вперед. Тигр не отступил. Наоборот. Он спокойно остался стоять рядом. Словно древний страж возле нового хозяина. Айлина заметила выражение лиц своих соплеменников. Страх. Растерянность. Недоверие. И зависть. Особенно зависть. Для многих было невыносимо видеть, что сила планеты досталась чужаку. А не им. Именно тогда Айлина поняла. Настоящая опасность еще впереди. Испытание закончилось. Но конфликт только начинался. Вечером племя вернулось в поселение. Однако никто не праздновал. Никто не разговаривал громко. Никто не чувствовал спокойствия. В каждом доме обсуждали одно и то же. Человека. Некоторые считали его чудом. Другие — угрозой. Третьи требовали его смерти. Торнак собрал тайный совет. И Айлина случайно услышала часть разговора. Слова были короткими. Но их смысл оказался понятен сразу. Вождь больше не доверял происходящему. Он опасался будущего. А значит, мог попытаться избавиться от человека. Любой ценой. Айлина покинула совет раньше, чем ее заметили. Сердце билось быстро. Она направилась к окраине поселения. Туда, где временно разместили незнакомца. Ночь была тихой. Лес мерцал мягким голубоватым светом. Когда она приблизилась, человек уже не спал. Он сидел возле дерева и смотрел в сторону леса. Будто чувствовал ее приближение заранее. Несколько секунд они молчали. Затем мужчина впервые заговорил.
спокойным голосом. Без страха. Без высокомерия. Словно разговаривал со старым знакомым. И именно тогда Айлина поняла еще одну вещь. Все эти дни она наблюдала за ним. Изучала его. Пыталась понять. Но незаметно для самой себя начала доверять ему. Это было опасно. Очень опасно. Потому что завтра Торнок собирался принять решение. Решение, которое могло привести к войне. А если война начнется, Айлине придется сделать выбор. Выбор между собственным народом и человеком, которого признала сама планета. Продолжение следует. В тот миг даже сама планета признала того, кого все считали чужаком. Выбор Айлины и рождение нового будущего. Ночь казалась бесконечной. Айлина долго не могла уснуть. Она сидела на вершине наблюдательной башни и смотрела на далекие огни леса. Обычно Тариса успокаивала ее. Шум листьев. Пение ночных существ. Дыхание древних деревьев. Все это всегда приносило чувство гармонии. Но сегодня внутри нее бушевала буря. Слишком многое изменилось за последние несколько дней. Человек появился словно из ниоткуда. Победил горного тигра. Получил признание сердца лиса. А теперь еще и заставил ее сомневаться в убеждениях, которые она считала истиной всю жизнь. Перед рассветом воздух стал особенно холодным. Именно тогда Айлина почувствовала опасность. Не инстинкт охотницы, не предупреждение лиса, а нечто более очевидное. Подготовку к нападению. Она быстро спустилась вниз. И почти сразу увидела движение среди домов. Вооруженные воины. Много воинов. Они двигались тихо. Организованно. Слишком организованно для обычного патруля. Айлина поняла все мгновенно. Торнок принял решение. Он собирался убить человека. До того, как тот станет еще сильнее. До того, как весь мир узнает о выборе планеты. До того, как старый порядок окончательно рухнет. Воительница бросилась вперед. Сердце колотилось в груди. Каждая секунда имела значение. Когда она добралась до окраины поселения, человек уже стоял на ногах. Словно заранее почувствовал приближение опасности. Он смотрел на приближающихся воинов спокойно. Без тревоги. Без страха. Как всегда. Айлина остановилась рядом. И впервые за всю жизнь встала против собственного народа. Торнок вышел вперед. За его спиной находились лучшие бойцы племени. Сильнейшие охотники. Самые опытные ветераны. Любой из них считался опасным противником. Но сейчас они выглядели напряженными. Потому что все помнили сердце лиса. Помнили тигра. Помнили испытание силы. Торнок поднял копье. Его голос прозвучал жестко. «Ты не принадлежишь этому миру». Человек спокойно посмотрел на него. «Это решаешь не ты». Ответ оказался простым. Но именно он вызвал ярость среди воинов. Некоторые сразу шагнули вперед. Оружие поднялось. Напряжение достигло предела. Айлина почувствовала, как внутри все сжалось. Еще несколько секунд. И начнется бой. Но внезапно земля дрогнула. Сначала слегка. Потом сильнее. Потом еще сильнее.
Все замерли. По корням деревьев побежали зеленые линии света. Они распространялись по всему лесу. По всей долине. По всей территории племени. Тарисса просыпалась. Настоящим образом. Не как раньше. Не как во время испытания. Сейчас происходило нечто гораздо более масштабное. Со всех сторон начали появляться животные. Десятки. Сотни. Горные тигры. Ночные хищники. Гигантские пауки. Редкие существа, которых многие никогда не видели. Они выходили из леса молча. Спокойно. Уверенно. И занимали позиции вокруг человека. Не атакуя. Не проявляя агрессии. Просто защищая. Тишина стала абсолютной. Айлина видела выражение лиц соплеменников. Теперь никто не сомневался. Это был выбор планеты. Не легенда. Не совпадение. Не случайность. Тарисса защищала человека. Торнак медленно опустил оружие. Но гордость все еще мешала ему принять очевидное. Он сделал шаг вперед. Именно тогда произошло последнее чудо. Огромное древнее дерево в центре долины вспыхнуло зеленым светом. Его сияние поднялось высоко в небо. Настолько высоко, что его можно было увидеть за многие километры. Лес загудел. Будто говорил на собственном языке. Будто обращался ко всем живым существам одновременно. Айлина почувствовала вибрацию в каждой клетке тела. И поняла смысл послания. Не словами. Не мыслями. А инстинктивно. Планета не выбирала хозяина. Она выбирала хранителя. Человека выбрали не для власти. Не для господства. Не для завоевания. Его выбрали для сохранения баланса. Для объединения того, что слишком долго оставалось разделенным. Человек сделал шаг вперед. Посмотрел на воинов. На Торнака. На Айлину. После чего произнес всего несколько слов. «Я не пришел отнимать ваш мир. Я пришел помочь ему выжить». Никто не ответил. Но многие впервые задумались. В этот момент Айлина увидела, как меняется выражение лица Торнака. Ярость постепенно исчезала. Ее место занимало понимание. Тяжелое. Болезненное. Но необходимое. Вождь медленно опустился на одно колено. За ним последовали старейшины. Потом воины. Потом остальные жители. Не из страха. Не из подчинения. Из признания факта. Планета уже сделала свой выбор. Сопротивляться ему означало сопротивляться самому миру. Айлина посмотрела на человека. И впервые улыбнулась. По-настоящему. Без насмешки. Без сомнений. Без внутренней борьбы. Только сейчас она окончательно осознала, насколько сильно изменилась сама. Несколько дней назад она считала его добычей. Потом угрозой. Потом загадкой. А теперь видела перед собой того, кто сумел изменить судьбу целой цивилизации. Солнце медленно поднималось над горизонтом. Его первые лучи коснулись леса. Золотой свет смешался с зеленым сиянием сердца. Тарисса словно праздновала рождение новой эпохи. Прошли недели. Затем месяцы. Мир начал меняться. Постепенно.
но необратимо. Старые предрассудки теряли силу. Племена открывали границы. Люди все чаще появлялись на планете не как враги, а как союзники. Исследователи работали вместе с местными жителями. Ученые обменивались знаниями. Охотники учились друг у друга. То, что раньше казалось невозможным, стало новой реальностью. А в центре этих перемен всегда находились двое. Человек и воительница. Айлина больше не была просто охотницей. Она стала символом нового пути. Символом выбора, который изменил будущее. Иногда они вместе приходили к древнему месту, где находилось сердце леса. Садились возле огромных корней. Слушали дыхание планеты. И вспоминали день первой встречи. День, когда она смеялась над его хрупкими костями. Не подозревая, что однажды увидит невозможное. Увидит человека, который поднимет живого тигра над головой. Получит признание целого мира. И изменит судьбу не только планеты, но и ее собственную. Так закончилась история о силе, о выборе, о доверии и о том, что настоящая мощь определяется не происхождением, не расой, не древними традициями, а способностью стать частью чего-то большего. Именно поэтому легенда о человеке, которого выбрала Тариса, пережила века. Потому что это была не история о превосходстве. Это была история о единстве. Конец.